Рекомендую канал ПК Мастер. На нем вы найдете только авторский контент о видеоремонтах ноутбуков, компьютеров, IT-периферии и прочей электроники. Автор всегда ждет новых посетителей и подписчиков, которые найдут интересные видео для себя и помогут улучшить канал советом. ПК Мастер нуждается в вашей поддержке. Ссылка в описании под видео. Всем привет! И сегодня, наконец-то, у нас долгожданное видео, которое вы так долго ждали. Проверка и тестирование находок, электронных находок, которые были найдены на всяких там помойках, мусорках, на улице, короче, были найдены электронные находки. Видео находки за июнь снималось около недели назад. И вот, наконец-то, у нас настало время проверить все это, что я нашел, что работает, что нет. Ой, выпуск был очень колоритный, очень было много разного всего. И советское, и импортное, и новое, и старое, короче, дофига всяких штук было найдено. Итак, с чего же мы начнем? Что мы проверим сначала? Пожалуй, мы проверим то, что ближе всего стоит. А стоит у нас ближе всего вот этот ЖК-монитор LG. Вот такой монитор. Ссылка на видео в описании. LG Flatron 19 дюймов. С виду он целый. Сейчас мы найдем провод и подключим его к сети. Так, вот мы нашли провод. Сейчас найдем разъем. Ух, волнение, потому что я его даже не включал. Очень трудно ждать, чтобы снять видео, действительно ни разу не включать. Так. И что, ничего? Надо же включить. Включился. И он работает! Блин, он работает! Но! Конечно, выбросили его не просто так. Так-то он работает. Вот, посмотрите, он работает. 19 дюймов ЖК-монитор. Обалдеть! Кто выкинул просто так на помойку такой монитор? Да не просто так его выкинули. А вот почему. На нем удар. Удар по матрице. И вот такое здесь пятно. Ё-моё, опять хана матрицы. Ну блин, матрицы у меня нету. У меня и так стоит разбитый другой монитор LG, который требует матрицы. Обидно. Ну чё ж, кто просто так выкинет? Хоть они старые, чем он отличается от нового? Так в офисе можно пользоваться. Так что вот. Печаль, ну чё поделать. Монитор легко бьется. Так, он нам еще, кстати, наверное... ну вот видно здесь, да. А я тогда этого даже, блин, не заметил. Он нам еще, кстати, пригодится в этом видео. Этот монитор еще нам пригодится. Так, чего мы сейчас проверим следующее? Давайте мы проверим два МФУ одинаковых, которые были найдены, два Кэнона в разных местах. В одну неделю были оба найдены. Сейчас мы их оба проверим, что и как с ними у нас происходит. Да, вот их действительно две штуки. Довольно простецкие, но современные. Canon MP520. Оба одинаковых. Так, подключаем первый. Так, где у него там вход? Надо сейчас найти. Так, подключили. Включаем. Включился. Все заработало. Нифига себе. Так. Не удалось распознать следующую чернильницу. Вот такая надпись. Явно какая-то ошибка. Но так он работает, что ли? Непонятно. Ну зачем выбросить? Этот был в своей коробке даже. Опа! Тут нет картриджей. Интересно, а если поставить картриджи, он также будет ругаться? Да, вот такая здесь проблема. Сейчас проверим второй. А потом попробуем сюда ставить картриджи, если они есть в нижнем. Так, этот у нас более исцарапанный внешне. Включился. А дисплей горит белым цветом. Интересно. Дисплей горит белым цветом. Так, сейчас посмотрим, есть ли здесь картриджи. Картриджи есть. Так, есть, но что-то они вот так странно мигают. Интересно. Это, наверное, означает, что что-то не то. Да. Так, но картриджи есть. Короче, здесь у нас дисплей горит белым цветом. Неизвестно, работает ли он, если подключать к компьютеру. Это
Короче, сейчас делать неохота, видео очень затянется. Давайте сейчас поставим картриджи вот тот. Посмотрим, что у нас покажет тот. А, ну да, здесь краски уже ни хрена нету. Но если он такую же ошибку будет выдавать про чернильницу, значит там дело вот в этой самой чернильнице. Это еще так, самая простая проверка. Ведь у них еще есть и этот сканер, и компьютер еще я не подключал. Так. Ну чего? Так долго думать-то вот. Приехала наша карета. Пихаем все картриджи. Все то же самое. На дисплее показано, идет обработка. Нифига себе, заработал. Этот у нас работает. Сейчас попробуем что-нибудь напечатать тогда. Но зачем из него картриджи вынули, тоже непонятно. Конечно, он матерится на то, что там два картриджа у него мигают, значит, что-то не то. Так, сейчас разберемся. Он был вот в своей коробке, но почему-то без картриджей. Карта памяти. Сейчас найдем фото. А4 сделали. А4. Бумагу настроили. Пробуем фото. Опять он будет 100 лет сейчас думать. Здесь, кажется, круто, можно выбирать или передний, или задний подачу бумагу, так или сяк, одной кнопкой. Ну, а что так долго-то? Подготовка. Скорость, конечно, ужас. Ну чё? Во! Печать пошла. Обалдеть. Сейчас посмотрим. Краска там, конечно же, тоже мало ее. На лист А4, конечно, обалдеть, сколько краски надо. Во. Так, вышла бумага. Ух ты, нифига себе! Ё-моё! Круто напечатал, вы посмотрите. Картинка просто отличная на обычной бумаге. Я и не ожидал.
Только вот тут что-то я не пойму, такая засветка, как там на фото было. Или так было? Нет, там так не было. Что-то какая-то фигня. Ну так смотрите, вроде и нормально, но краска там уже кончается. В принципе, наверное, если поставить новый картридж, будет нормально печатать. Но зачем из него картриджи вынули, выкинули так в своей коробке? Непонятно. А так, наверное, это нет краски тех цветов, которые здесь засвечены. То есть это цвет бумаги, потому что здесь нет краски такого цвета. Какого цвета здесь данный предмет. Ну так неплохо. Так что для находки это круто. Картриджи, конечно, сколько стоит, фиг их знает, но вроде работает. Так, на следующей очереди у нас будет радиола. Радиола советская рекорд. Сейчас проверим, что с ней у нас, как обстоят дела у нас с ней. О, ё-моё! И я только сейчас заметил, что здесь нет одной лампы. О, явно она работать без нее не будет. Вот здесь у нас должна стоять лампа, а ее нету. Ну, все равно, попробуем включим, как она себя ведет. Это такой древний предмет, так, у него советская такая тонкая вилка. Так, включили вилку, так, включение, вот такой ручкой у нас включается. Так, УКВ. Ой-ой-ой, что это? Громкость реагирует, а вот ничего не принимает. Ну, лампы нету, ясное дело, поэтому. Я вижу, там лампы внутри светятся. Вон там горят лампы. Так. Просто шум. Что у нас с проигрывателем? Он крутится, он должен ли крутиться всегда? Так, как включать головку? Интересно. Надо тоже разобраться. А, ну вот он, звукосниматель. Что-то ни хрена. Интересно. Так, потыркав включение-выключение, игла у нас заработала. Так, автостоп даже сработал, ни хрена себе. Нет, а диск все равно крутится. Но игла отключилась. Вот опять отключилась. Нашли мы пластинку, но блин, опасно включать музыку. Так, чуть-чуть проверим, играет ли она или нет. Ну, чего ты вдруг отключаешь это, эй? Вот у нас вся громкость. Еле-еле что-то есть. Так, скорость у нас, наверное, неправильно. Еле-еле, тихо-тихо. О, что-то есть. О, сейчас было громко. Во. Там отходит игла. И опять отвалилась. Ну, короче, работает. Но вот она крутиться, кстати, не должна в таком положении, когда лежит этот вот тонарм, или как его называют. А она крутится. А вот так останавливается, но здесь ни хрена не сходится. Там, видимо, все скручено. Ну, ей сколько лет-то, обалдеть, сколько лет. Но до сих пор как-то работает. Так что вот такая находка. Но радиолампы нет, значит, она была, наверное, отвечающая за прием радио. Так что вот такая раритетная находка была у нас найдена. Сейчас будем проверять что-нибудь следующее. Так, на очереди у нас автомобильный аккумулятор Rocket. Вот такой аккумулятор. Был тоже найден на помойке, он был отмыт, приведен в порядок, но я его даже еще не заряжал. Сейчас попробуем зарядить, что будет происходить у нас с зарядником. А потом проверим, держит ли он хоть нагрузку. Так, вообще он в принципе хороший, 60 ампер-часов должен быть. Вот такой АКБшник. Так, сейчас будем блоком питания лабораторным его пробовать заряжать.
Так, ну и вот такая картина. Всего пол-ампера сразу же при подключении зарядника. Вот отключаем. 14,4. Подключаем. Сначала скачет, но потом снижается. Это говорит о том, что сопротивление внутреннее у него гигантское, что он 100 лет стоял действительно разряжен. Вот ток блока питания сейчас 2,5, если замкнуть. Но аккумулятор берет только пол-ампера и сразу напряжение 14,4. Можно подождать так очень долго, несколько суток, и он, возможно, начнет заряжаться постепенно приходить в себя. Но можно сделать по-другому, это повысить напряжение блока питания сейчас до 30 вольт, и посмотрим, будет ли ток расти. Крутим ручку. Опа, смотрите, 2,48 уже есть. Так, вот 2,5, не знаю, какой ток настроить. Давайте ток оставим 2,5, и пусть он так 100 лет заряжается. С напряжение само должно снизиться до 14 вольт, когда аккумулятор уже будет постепенно, видите, пока оно повышается, но постепенно оно будет снижаться, когда пластины будут уже очищаться от сульфата. Итак, будем ждать очень долго, посмотрим, придет ли он в себя. А напряжение сейчас настроено у нас 18 вольт, видите, аккумулятор уже снижает его до 15. То есть, по идее, должен заряжаться нормально. Так, прошло уже чуть больше, чем 2 суток, блин, как долго он заряжается. Вот, смотрите, уже напряжение упало до 13 вольт, итог 2,5, но уже корпус остыл, он почему-то нагревался. Уже остыл, не знаю, корпус почему-то теплел при зарядке, вот напряжение уже наоборот растет постепенно. По идее, скоро он должен разрядиться до конца. И когда зарядится, мы уже проверим, держит ли он нагрузку. Вот видите, отключаем 0,0, 14,5. Подключаем. Уже как бы ток берет, напряжение снижается. Остается только ждать, а потом уже проверить, что у нас из этого вышло. Так, ну и вот еще прошло около 2 часов, и ток стал у нас 400 мА. Что-то особо не падает. В принципе, можно уже проверить. Это уже почти заряжен. Отключаем блок питания. Сейчас проверим, что у нас с самим аккумулятором. Так, ну сейчас он только снят с зарядки, поэтому на нем аж 13,3, это неплохо. Так, возьмем вот эту синюю катушку, как обычно, которая 200 ампер жрет. Сейчас попробуем его разрядить. Если будет ниже, чем 10 вольт, то это хреново. Если больше, то нормально. Ух ты! Почти 11 вольт. Ну вот оно падает. Ах, катушка уже раскалилась. Дымок идет. Сами смотрите. Так, в принципе, нормально было. Еще раз пробуем. 10,7 было. Блин, она уже горячая. Нельзя держать ее. 10,8. Нормальный, в принципе. Потом уже проверим емкость. Держать уже нельзя, потому что она уже, вот, смотрите сами, дымком. Дым уже идет прямо от изоляции. Очень быстро разогрелась. Здесь уже все оплавилось. Так, третий раз. И уже все. Катушка уже просто можно замкнуть. Так, ну почти 11 вольт. В принципе, в порядке аккумулятор. Зачем его выкинули, непонятно. Вот уже такой идет дым. И быстро напряжение растет. Ну, емкость, может, у него емкость не очень большая, но так ток он отдает. В принципе, это нормально. Есть у меня еще, конечно, одна катуха. Это 450 ампер. Вот это. Можно ее проверить еще. Но это, конечно, кошмар. Почти 9 вольт. В принципе, тоже неплохо для такой нагрузки. Ну вот, в принципе, аккумулятор тоже нормальный. Неплохая находка. Так что вот, долго он заряжался, и, естественно, емкость в нем более-менее есть. Ну, якобы, стояла машина 100 лет, поэтому он просто разрядился от времени. Так, ну теперь будем проверять компьютерное железо. У нас есть довольно много железа компьютерного. Что работает, что нет, сейчас узнаем. Так, была у нас целая коробка материнских плат, там их было 5 штук. Вот это MSI. Даже с каким-то процессором, наверное. Сейчас мы проверим, работает ли она. Прям включим, как есть.
Еще хз, какую память она поддерживает. Здесь спикер есть, так что будет понятно. Если она запищит, значит работает. Но хотя зачем их выкинули? Ты их зачем-то же выбросили. Так, память поставили. Так, пробуем замыкать. Блин, так даже не видно кнопку включения там. Запустится ли она? О, запустилась? Нифига себе. О! Этот звук говорит о том, что материнка работает. И о том, что нет видеокарты. Блин, значит там процессор какой-то есть, действительно. Вибрация какая-то идет от вентилятора, сильно довольно. И это уже хорошо, одна из них работает. Так, а вот и монитор мы подключили, этот самый разбитый. Сейчас попробуем, будет ли картинка. И что там за процессор? Опа, работает. Блин, так быстро все показалось, что я ничего даже и не увидел. Какой-то 1,8 ГГц. Перезагрузим. Так, вот такой был компьютер. Ах, не выходит, очень быстро. Ну, снимем кулер и посмотрим. Так, кулер я не стал снимать. Короче, видео просмотрел, увидел, что Core 2Duo 1,8 ГГц. Ну, для находки процессор это нормальный. И вместе с рабочей материнкой, в принципе, неплохо. Так, вот остальные материнские платы, и с ними все немного поплачевнее, потому что проверить их толком мы не сможем. И знаете почему? Потому что у меня нету ни одной рабочей видеокарты PCIe, которая, то есть все, которые я находил, все дохлые. А у этих материнок нету выхода на монитор, только надо видеокарту ставить, у всех. Вот, блин. Тогда просто проверим, хоть включаются ли они. Есть выход только вот у этой, но у нее, короче, видите, сокет весь поврежденный. Не, у меня есть видеокарта, та гигантская радионовская, помните, которую я снимал? Тестирование видеокарту, которая жаловалась на питание. Там, короче, был сколоты у нее две детальки, короче, их заменил, она стала работать. Но блок питания нужен такой крутецкий, с двумя этими 6-пиновыми разъемами. У меня он только в компьютере, мне лень просто его доставать, чтобы сюда эту видеокарту проверять. Так что вот так, ну просто проверим, включатся ли хотя бы они. Так, проверим вот эту древнюю Asus, у которой еще DDR1. У нее должен гореть индикатор при включении. Включаем блок питания. Опа, загорелся. Так, я отыскал все-таки вот такой мелкий динамчичек. И сейчас лучше попробуем подключим его. И проверим. Она должна длинные гудки издавать, потому что нет памяти. Так, сейчас мы это увидим. Пробуем включать. Включилась, но чего-то тихо. Я ничего не слышу. Короче, тут что-то не то. Процессор вообще холодный. Он здесь стоит, Celeron 1,8 ГГц. Вообще холодный. Значит, с этой платой что-то не так. Не фурычит, короче. Вряд ли здесь дохлый процессор. Сейчас мы проверим этот процессор вот к этой, который мне бы хотелось, чтобы работал. Который самый более нормальный из них. Это вот это Asus P5B, который Turbo 775 сокет. Сейчас мы отключим эту. Возьмем отсюда проц. И все это подсоединим туда. О, запищало, смотрите. И это уже хорошо. Ну, блин, проц вообще почти холодный. Так, поставили память. Так, вот такой был сигнал. О, во, это должна была быть картинка.
Но видеокарты нет. Ну, плата работает, смотрите, вентилятор стал крутиться быстрее, на нагрев процессора зависит. И процессор греется сильно, потому что уже плата работает, выводит изображение. Вот, выключили, включаем снова. Вот, он медленно крутится. Работает, так что эта материнка именно работает, которая я как раз и хотел, чтобы была рабочая. Так, ну надеюсь, она еще не глючит. Надо будет, конечно, когда найдется видеокарта, все ли порты работают, еще ничего не известно. Но так запускается, процессор видит. Все как бы исправно. Так, осталась у нас еще одна. Так, ну и вот еще одна древняя, тоже с DDR1. Такая, конечно, древность уже мало куда может понадобиться, но все-таки мы ее тоже проверим. Так, включаем. Она, кстати, тоже Asus, светодиод у нее горит, вроде как загорелся. Включилась? А если там процесс, я даже не знаю. Но что-то молчание тоже странно. Обе с DDR1 что-то вообще молчат. Не знаю, ничего нету. Процессор здесь есть, но он тоже вообще холодный. Та же самая с ней беда. Как и со второй. Вообще холодный. Как и со второй Asus, которая тоже старая под DDR1. Вот такая странная фигня. Две работают, две не работают. Короче так. А это 754, по-моему, сокет. Вот такой процесс. Очень старый. Даже старее, чем 939. Да, фиг знает. Но смысл все равно ремонтировать такие старые нет. Как бы смысла с ними что-то делать. Ну, не работают, и ладно. Зато те, которые посовременнее работают. Но ведь еще осталось вот это, у которой покоцан сокет. Но сейчас возиться с этим как-то мне неохота. Сейчас проверять. Выпрямлять его очень геморройно. Так, проверяем следующее. Блок питания у нас еще остался. Так, вот этот блок питания Chieftec, который кем-то уже разобранный, он развинчен. Значит, явно с ним что-то не то. Ну, рискнем его подключим к этой вот нерабочей материнке, которая не греет даже процесс. И посмотрим, хотя бы если здесь дежурное питание, будет ли гореть светодиод. Так, пробуем включать. Раз, два, три. Нет, ни хрена, ни хрена. Так все и думал, что он не работает. Проверив мультиметром предохранитель, оказалось, что он перегоревший. Да, наверное, здесь пробились ключи, наверное, входные, фиг его знает. Сейчас давайте-ка лампы проверим. Вместо предохранителя поставим лампу. Если она будет гореть, значит все, блок питания труп. Так. Если лампа сейчас засветится ярко, значит все, хана. Если не засветится, значит дело в чем-то другом. Так, подключаем лампу. Так, искра есть, лампа не горит. О, на материнке загорелся, смотрите, дежурное питание есть. Интересно, а почему же он перегорел-то? Убираем лампу. О, погас. Так, вот так установили лампу. Сейчас посмотрим запустить плату. Запустится ли она? Блин, там сейчас это хрен поймешь, где включение. О, запустилась! Блин! Или что? Или отрубилась? Отрубилась. Так. Запустилась, но отрубилась. Что это означает? И больше не включается. Ведь здесь у блока питания может быть защита. Материнка-то даже просто не греется. Она вообще, наверное, ток не потребляет. Так, смотрите, все загорелось. Давай, включайся. О, смотрите, заработало. Я подключил дополнительное питание к процессу. Нифига себе. Зачем же тогда его выкинули? Не, зачем перегорел предохранитель? Так, проверим напряжение сейчас. На блоке питания на этом. Какое напряжение он выдает? 12 вольт. Как и положено. По 12 вольтам
И 5 как по 5 вольтам. По идее все исправно, но почему предохранитель перегорел, неизвестно. То ли его перегрузили чересчур, то ли фиг его знает. Но так он работает. Вроде ничего не нагрелось, все холодное, но это уже потом надо будет выяснить. Припаять уже предохранитель и его как-нибудь там нагрузить как положено. А может всего лишь были скачки в сети, фиг его знает. Но его же открыли и не поняли, в чем дело, что ли. Непонятно, сейчас разбирали. Короче, вот такой блок питания. Так, что у нас еще осталось? Будем проверять сейчас следующие находки. Вот, были найдены куча тарифных планов МТС, Супер МТС. Вот такие, якобы активируют до 31 декабря. Плюс здесь 30 рублей на счете. Сейчас попробуем какую-нибудь сим-карту ставить в телефон. Она же кем-то распечатана, видите здесь. Вот сама сим-карта. 4G, блин. Вытаскиваем ее. Берем телефон. Вставляем сим-карту и включаем телефон. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Так, включается. Так, здесь, блин, пароль надо ввести сейчас. Пароль. Смотрите, сигнал у нас есть. Ни хрена себе. Проверяем баланс. $24. Почему, а не 30? Интересно. Написано якобы 30. Видимо, там что-то платное подключено, какие-то услуги. Так. 24 рубля. Возможно, что-то подключено. Хрен его знает. Сейчас попробуем позвонить. Так, звонок пошел. Так. Лего. Лего. Все работает, связь работает. Кстати, якобы тариф такой. Здесь халявные, короче, должны быть 100 минут. Если мы будем звонить на того же оператора. Вот сейчас у меня идет разговор. Лего. Сейчас проверим после этого баланс. Сравним, как бы изменится он или нет. Теперь пробуем снова баланс делать. Так, ожидайте. Сейчас должно прийти сообщение. Пришло. Ни хрена себе, баланс не поменялся. Но почему не 30? Значит, здесь навязано. Это, наверное, услуга. Вам звонили есть. Она как бы сейчас платная. Ну, чё ты, блин. Глючишь-то. Смотрите, не изменился. Вот, первый раз я проверил 24,60. И вот второй раз 24,60. Ну, зачем же их тогда выбросили, блин? Непонятно. Вот такая находка. Так, проверяем оставшиеся находки. У нас осталась самая крупная находка. Это ЖК-телевизор Deo. Давайте-ка мы его, что ли, сейчас проверим. Так, вот такой телевизор. 20 дюймов, 4:3. Короче, старый еще телевизор. Нашел я блок питания ноутбучный. Сейчас проверим, будем его включать. 15 вольт, а он якобы на 12. Подключаем и чё? Ух ты, светодиод горит. Так, ищем кнопку включения. Где там кнопка включения, интересно? Так. О, вы видели, он включился. О, включился. И выключился. Интересно.
О, включился. О, нифига себе. Так он что, работает, что ли? Обалдеть. Как такое может быть? Нет, он что-то... И отрубился. А. Разъем питания там, что ли? Да. Кажется, там отвал разъема питания. Вот, я держу сейчас. Так. Ну он работает, и матрица у него целая. О! Там какая-то фигня, короче, с разъемом питания. Он, видимо, отпаян от платы. Вот сейчас я возьму, чуть-чуть его коснусь рукой. Так, трогаю провод. Опа, и он сразу отрубился и опять перезапустился. О! И сам теперь отрубился. Ну вот как бы... Вот в этом якобы и дело. Ну блин, такой телевизор на халяву, это круто. Что там починить-то? Пропаять разъем и все. Блин, правда работает, обалдеть. Так что это хорошая находка. Тогда, когда-то я находил ноутбук, тоже почти рабочий. Так, у него же еще есть DVD. Ну он, наверное, работает, потому что ясное дело, что разъем здесь виноват. О! Вроде показывает. Так, сейчас попробуем какой-нибудь диск ставить. Ах, блин. Ну что опять? Стоило чуть-чуть пошевелиться, как он отрубился. Ну, короче, вот. Понятно, почему мы выбросили. Вот из-за такой прямо поломки. Так, сейчас аккуратненько попробуем диск какой-нибудь взять. Увы, пульта нет. Без пульта мы, наверное, почти ни хрена сделать не сможем. Так, как же я его развернул-то? Сейчас он опять отрубится. Осторожненько. Диск не могу всунуть, не хватает места. Так, какой стороной это еще вставляют? Тоже неизвестно, блин. Вставили. Загрузка. Так, ну. Ой, что это? Что это? Где здесь Open Eject? Он показал мне диск, я его на не той стороне вставил. Вставляю заново. Во, нашелся. Работает! Значит, дело именно было в питании. Ого, смотрите. И звук есть. Вот это самая крутая находка. Но без пульта мы сейчас ничего не сможем сделать. Какой телек. Оба-на. Короче, ясное дело, надо пропаивать там где-то разъем. Так, как тебе диск извлечь оттуда? Он там остался. О! Ну вот такой телевизор, короче. Отрубился он опять. Надо извлечь из него диск. Зато прошивка бы не слетела туда-сюда. Он так и не сработает, надо именно включить DVD. Так. Вот. Так что находка просто отличная. С такой ерундовой поломкой. Кстати, блок питания почему-то там не было, тоже непонятно. Телевизор был только голый, без пульта и как без ничего. Вот такая классная находка была найдена.
Ссылка на видео в описании, кто хочет посмотреть именно что за модель. Вот такой, блин, телевизор. Так, ну, в принципе, почти все. Остался DVD-шник еще. Его тоже мы сейчас можем проверить, кстати. Так, вот такой телевизор я отсюда уже убрал, но мы просто проверим, читает ли он хотя бы диски и включается ли. А так можно было его сразу к телевизору подключить. Так. Он включен? Да. Кажется, без пульта мы ничего сделать не сможем. Пульт есть. Вот пульт. Но в нем нет батареек. Ё-моё, где же мне их сейчас брать? Это я питал от блока питания. Все якобы работает. Я смотрел на телефоне, на камере инфракрасный есть сигнал. Но он не включается. Ни хрена. Так что выбросили его не просто так. Индикатор горит. Ой. О, включился он, что включился. Ну как проверить? У него что, даже дисплея нет ни хрена, что ли? Интересно. Так что он якобы включился, но у него что-то дисплей, кажется, не работает. Потому что он же должен быть. Ничего нет вообще. Не знаю, крутит он там диск или нет. Вроде как-то крутит. Можно было как к телевизору проверить. Но здесь разъем в принципе есть. Ну, как-то работает. Сейчас просто опять телевизор доставать неохота. Давай диск. Диск давать не хочет. Не отдает. Какие-то глюки с ним есть. Да, я что-то нажимаю. Да, заглотил и не отдает. Ну, короче, какие-то неисправности есть, но может сделать можно, хрен знает. Вот такой DVD-шник. Ну, находки у нас, то есть все почти заканчиваются, которые были. Остались у нас только весы, напольные весы. Давайте-ка их тоже проверим. Аккумулятор поставлю. Вот такие весы Scarlett. Не знаю, зачем их выбросили. Они вроде как включаются. Давайте включайтесь. Вот. Взвесим на них этот аккумулятор. Обычный аккумулятор обычно весит около 15 килограмм. Сейчас посмотрим, что у нас вышло. 14,8. Ваш вес тела 14,8 килограмма. Говорящие весы. Ваш вес тела 14,8 килограмма. Ни хрена себе, говорящие весы. Я первый раз такое вижу. Ну что можно сказать? В принципе работают, возможно даже точно показывают. Вот такие весы. А зачем же их выбросили-то? Они вот так вот аккуратненько стояли. Странно. Жалко, нет у меня ничего точного веса, чтобы проверить. Но в принципе работают. 2014 года. Сейчас аккумуляторы весят, можно сказать, чуть меньше. Ну вот 14,8, почти 15. Так все и есть. Ну вот, все, закончилось у нас видео проверка девайсов из находок. Вроде бы это все. Проверил я все. Ой, видео получилось такое длинное, просто кошмар. Ждите следующих находок и всяких интересных видео. Все. Всем пока.